Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, как видите, у меня алтарь весь в работе, рабочий процесс, и поэтому времени очень мало, чтобы подготовиться к новой работе, к съемкам нового ролика или прямого эфира. Поэтому уж не обессудьте, я по-быстрому это все делаю. Нет времени, накопилось очень много дел, и мне нужно успеть. Просто для того, чтобы наглядно вам показать, что нужно для этой работы, я немного разложила на алтарь атрибуты достатка, то есть украшения, золото, деньги. И сейчас хочу вам показать украинский заговор, точнее заговор на украинском языке, может быть и даже на староукраинском языке, потому что я владею именно староукраинским то есть языком заговоров. Поскольку я очень много знаю наизусть заговоров различных направлений, и, естественно, на староукраинском более всего эти заговоры. И составляя заговор, я часто, скажем так, употребляю староукраинские слова. Но кто хорошо владеет языком, я думаю, те поймут, о чем речь. Почему именно на украинском языке я составила, я вам объясню. Я вообще считаю Украину родиной славянского колдовства, потому что более всего капищ, храмов, более всего мудрецов, более всего характерников, более всего знающих людей, знахарей, ведунов, ведьм и так далее, более всего было на Украине. И Украина по праву имеет право считать себя родиной степного или еще по-другому славянского колдовства, магии. И у украинского языка есть особая вибрация украинской мовы. Особая вибрация, и духи узнают эти слова, этот звук, этот язык и спешат на помощь намного быстрее. Я вам уже объясняла, что каждый язык обладает особой энергетикой. Не просто так создаются ритуалы на разных языках. Не просто так они даются вам. Есть генетическая память, есть энергия языка и прочее, прочее. Именно по этой причине, зная, насколько сильно работают, например, ритуалы для тех людей, у которых есть хоть капля восточной крови, для них работает замечательно вуду. Украинский язык, украинские заговоры сработают у людей, у которых есть хоть капля украинской или русской крови. Хотя и для других сработают не менее сильно. В любом случае, я хочу вам подарить очень сильный заговор, заклинание на приумножение достатка. Я вам дарила много заговоров для того, чтобы приумножить достаток. Например, казначей Висар, например, ведьма Анея, да, где там вечное движение, ведьма Варвара, дед Сидор. Эти все заговоры на приумножение вашего имущества. И рекомендовала я вам их читать, глядя на свое имущество. Вот точно такой же заговор. Вам нужно, глядя на свое имущество, смотря что вы хотите приумножить. Хотите купить вторую машину, глядя на вторую машину, читайте постоянно, пока это получится. И получится это за короткое время. Хотите приумножить деньги, значит, открывайте кошелек, вытаскивайте деньги, читайте на деньги 4 раза каждый день в течение там недели-двух, пока вы не заметите, как они приумножаются. Хотите приумножить, скажем так, украшения, читайте на них. Хотите все приумножить, значит, читайте на деньги, там разложите все это
на шубы свои, на имущество, на дом. То есть на что вы читаете, оно со временем приумножается. Но если это дом, конечно, 100 домов у вас сразу не будет, но может быть второй дом, может быть квартира еще одна, может быть дача, землю может купить. И понимаете, смотря что вы хотите. Если это касаемо денег, деньги приумножить намного легче, у них энергетика размножится быстрее. Если хотите на украшения читать, значит украшений больше станет. То есть смотрите, что вы хотели бы приумножить, что вам нужно еще в каком-то количестве, на это и читайте. А можете, еще раз говорю, начитать на деньги, на шубы, на украшения, все прям разложить и читать 4 раза каждый день в течение определенного времени. И вы постоянно увидите, как оно у вас будет приумножаться. И это заговор на приумножение. Я буду читать, скажем так, по слогам, чтобы вы могли записать и понять. Несколько раз так прочитаем, потом, естественно, я прочитаю более бегло. Итак, на что ориентирован вообще этот заговор? На призыв определенных духов богатства. Это казначей, хранитель золота, щедрый даритель и хозяйка даров или госпожа даров. Обычно эти 4 духа сопровождали богатого человека. Считалось, что вот эти 4 духа, как телохранители, сопровождают богатого человека, и многие пытались перетянуть этих духов на себя или задобрить. Вот на основе вот этого поверья, знания, именно западноукраинского, я и составила этот заговор, и он очень рабочий. Итак, начнем. Закликаю я 4 духу богатства. Скарбник, хранитель золота, щедрый дарувальник, господиния дарив. Прошу их и заклинаю. Все, що маю, все, чим володію, все у 100 крат приумножувати. Сважаті мені гроші, не перелічите. Воновиті ходіті, золото носите, алмази і перли на руках моїх. Богатий мій будинок, та ситний мій стиль, приумножувати все, що маю, все, чим володію, я в 100 разів приумножувати. Бути мені багатим серед багатих, бути мені царем серед князів. 4 духу багатства мене почули, і як я сказала, так і виконали. Всесвіт їм на допомогу. Так мо буде. Заклято. Еще раз читаю. Закликаю я 4 духу богатства. Скарбник, хранитель золота, щедрий дарувальник, господиня дарив. І прошу їх, і заклинаю. Все, що маю, все, чим володію, все у 100 крат приумножувати. Важити мені грошей, не перелічити. Вановити ходити, золото носити, алмази і перли на руках моїх. Мій будинок, да ситний мій стиль. Приумножувати все, що маю, все, чим володію, і в 100 разів приумножувати. Бути мені багатим серед багатих, бути мені царем серед князів. 4 духу багатства мене почули,
І як я сказала, так ви виконали. Все світ їм на допомогу. Так мо буде заклято. Еще раз читаю. Заклинаю я 4 духу богатства, скарбник, хранитель золота, щедрий дарувальник, Господиню дарив. І прошу їх, і заклинаю. Все, що маю, все, чим володію, все у 100 крат приумножувати. Важати мені грошей не перелічити. Воновити ходити, золото носити, алмази і перли на руках моїх. Богатий мій будинок та ситний мій стиль, приумножувати все, що маю, все, чим володію, я вас 100 разів приумножувати. Бути мені багатим серед богатів, бути мені царем серед князів. 4 духу богатства мене почули, і як я сказала, так і виконали. Все світ їм на допомогу. Так мо буде заклято. І ще раз прочитаємо. Закликаю я 4 духу богатства, скарбник, хранитель золота, щедрий дарувальник, Господиня дарив. І прошу їх, і заклинаю, все, що маю, все, чим володію, все у 100 крат приумножувати. Важити мені грошей не перелічити, вановити ходити, золото носити, алмази і перли на руках моїх. Богатий мій будинок та ситний мій стиль, приумножувати все, що маю, все, чим володію, я вас 100 разів приумножувати. Бути мені багатим серед багатів, бути мені царем серед князів. 4 духу багатства мене почули, і як я сказала, так і виконали. Все світ їм на допомогу. Так мо буде заклято. И давайте 5 раз прочитаю, хотя нужно 4 раза, для того, чтобы вы вниклись в это и переписали с моих слов, пока еще заговора нет. Закликаю я 4 духу богатства. Скарбник, хранитель золота, щедрий дарувальник, Господиня дарив. І прошу їх, і заклинаю. Все, що маю, все, чим володію, все у 100 крат приумножувати. Важити мені гроші не перелічити. Вановити ходити, золото носити, алмази і перли на руках моїх. Богатий мій будинок і ситний мій стиль приумножувати. Все, що маю, все, чим володію, я в 100 разів приумножувати. Бути мені багатим серед багатів, бути мені царем серед князів. 4 духу багатства мене почули, і як я сказала, так і виконали. Все світ їм на допомогу. Так мо буде заклято. Так и быть. Еще 1 раз прочитаю, 6, и на этом завершим. Закликаю я 4 духу богатства. Скарбник, хранитель золота, щедрий дарувальник, Господиня дарив. І прошу їх, і заклинаю. Все, що маю, все, чим володію, все у 100 крат приумножувати. Важити мені грошей не перелічити. Вановити ходити, золото носити, алмази і перли на руках моїх. Багатий мій будинок та ситний мій стиль приумножувати. Все, що маю, все, чим володію, я в 100 разів приумножувати. Бути мені багатим серед багатів, бути мені царем серед князів.
4 духу багатства мене почули, і як я сказала, так і виконали. Всесвіт їм на допомогу. Так мо буде заклято. Итак, дорогие друзья, это на украинской мове, потому как изначальное колдовство славянское – это именно Украина. Естественно, те духи, которых вызывали тысячелетиями люди, сейчас будут вызваны вами, и они вам помогут. И я вам объяснила, как применить. Оно приумножает. Если вам нужно приумножить нечто весомое, большое, дом, например, значит, вам нужно читать долгое время, ну, месяц, два, каждый день по 4 раза. Если на деньги, оно быстрее придет. На имущество быстрее придет. Можете на каждое свое, там, отдельно читать на шубы, отдельно на деньги, отдельно на кольца. Можете вместе разложить и читать по 4 раза. Чем расплатиться, чем откупиться? Ничем. Своей энергией радости. Когда вы это получите, это и будет ваш откуп. Сделайте кому-нибудь что-нибудь хорошее. Возьмите бездомного щенка или покормите котов на улице. Сделайте доброе дело. Расплатитесь с духами, которые придут и приумножат ваше богатство. Это очень сильная работа, не раз проверена. Вот я дарю вам. Приумножайте свое богатство.